Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, Таро расклад. Исполнится ли мое желание? Это новый формат видео. Я решила его назвать «Трамвай желания», поэтому я буду дважды благодарна вашим комментариям, если вы найдете время. Так написать пару строк, насколько это актуально для вас. Вся наша жизнь – это, по сути, путешествие. И временами нам приходится брать паузу, делать какую-то вынужденную остановку. А в другое время, наоборот, мы набираем скорость, скользя по рельсам судьбы, если можно так сказать. Какой-то наш жизненный путь, он все равно, я, по крайней мере, верю в судьбу, он как будто определен. Вот давайте мы вместе с вами поразмышляем и допустим альтернативные варианты развития событий. В этом видео будет два основных направления. Это ваши желания и возможности. Первую карту, которую мы с вами достанем, будет означать вот так вот и ваши возможности. Так вот, первую карту я собираюсь достать, чтобы она нам показала, насколько для вас январь энергетически, располагает к тому, чтобы вы осуществили задуманное. Но нам выпали две карты, и вам надо будет где-то держать баланс между, знаете, как будет много вдохновения. Вы, словно у вас какая-то возможность и очень счастливое событие, мои дорогие, которое затронет все сферы вашей жизни. Как эта карта туз кубков, карта счастья, карта удовольствия от жизни, когда у меня все под контролем, когда меня радуют и чувства, и мои планы, и свершившиеся какие-то дела, результат, правда, у вас в январе по какому-то вопросу определенно будет. Но и финансы тоже, потому что рыбки золотые буквально плещутся под этим кубком, и рыба одна из символов благополучия, конкретно финансового. Есть еще и прообраз лучезарной дельты, глаз. Вы как будто можете уже строить планы на будущее, предвидеть. У вас будет очень хорошо работать интуиция, мои дорогие. Что-то вы сможете просчитать, как будто в какой-то тезис-план простроить, даже несмотря, вот у нас изображены разные фазы Луны. Вот тут как будто неважно, какая фаза, близнецы и все, как и теперь. Есть чему порадоваться в январе, так и наперед себе что-то проложить, какую-то стратегию у вас или тактику даже вы сможете. Но, видимо, переполнять будут эмоции, правда, какое-то событие у вас будет, когда вас очень что-то обрадует. И здесь важно не замечтаться, карта иллюзорного успеха. Это, знаете, когда перед вами словно врата открыты, новые возможности. И оценить правильно, что же для себя сейчас в приоритет поставить, что для меня сейчас на первом месте, что на втором, может быть, и так. Давайте, это то, что выпало, видимо, кому-то это важно было услышать. Но я так думаю, туз кубков, прекрасная карта. А вот энергетику все же достану я, эту карту, как и планировала. Итак, насколько для вас энергетика января благоприятна для того, чтобы свои желания исполнить, мои дорогие близнецы. И мы посмотрим 3 сферы жизни или 3 желания, может быть, в 3 сферах жизни, которые вы хотели бы осуществить. Или, может быть, это как-то сопряжено с какими-то инстанциями, организациями или сферами вашей жизни. И, соответственно, если это позиция желаний, возможности осуществить первое желание, как видят карты, осуществить второе желание и третье. Давайте мы так узнаем. Вот смотрите, какая-то словно подвешенная ситуация, она могла быть длительное время. И у вас есть возможность, с одной стороны, выйти из тупика или решить какой-то вопрос. Но, мои дорогие близнецы, кто-то из вас может как раз в январе захотеть поставить что-то на паузу. Я не могу сказать, что все будет решено. Нет, видимо, не все. Какие-то будут еще позиции, с которыми вам придется либо определяться, либо что-то продолжится на февраль. Но сказать, что вот прямо какое-то на 100% полное исполнение, всех ваших желаний будет в январе, увы, я не могу. Тут самое главное, может быть, и вы будете решать, чтобы не попасть в какой-то тупик или в какое-то зависимое положение от людей. Может быть, вы как раз будете стремиться выйти из какой-то сложной обстановки. У кого-то так буквально может проиграться. Все-таки это старший аркан. Иногда идут обстоятельства непреодолимые
неумолимой силы. И вы будете искать вот выход, как правильно взаимодействовать с людьми, чтобы уйти, может быть, вот от подвешенного состояния, ну так условно говоря, или из зависимого, может быть, состояния. И будет очень важно не попасть, может быть, дав кому-то обещание, вот для кого-то и так может проиграться. Давайте будем смотреть, как видят карты, ваши желания. Нет, определенно что-то у вас сдвинется с места. Не случайно выпал туз кубков, потому что нулевой аркан у нас выпадает. И в этой колоде карт я всегда слова Эйнштейна вспоминаю. Только дурак нуждается в порядке, гений господствует над хаосом. Вот из какого-то хаоса вы словно можете выстроить своеобразную структуру, или как будто какая-то даже турбулентность вам помогает. Или, мои дорогие, это новый жизненный этап. И значит, что-то вы завершите, это точно. Вот этот туз кубков, как будто обнулится какая-то сфера вашей жизни. Это старший аркан. Он не говорит про конкретику какую-то. У кого-то это проиграется. Новые возможности на работе, новые способы заработка, новые возможности даже в плане увеличения финансов. Я имею в виду денежный эквивалент. Намного сделать больше, может быть, через вашу деятельность. У кого-то это новые отношения могут проиграться, да? Или новая стадия ваших сложившихся отношений, или обновление вот для людей семейных, может быть, новости какие-то в вашу семью приходят, и вы тоже прочувствуете, как будто, ну, правда, словно новый жизненный этап. Или вы хотите как раз уже сами, как будто вздохнуть свободно, решив какой-то вопрос. Скорее всего, у вас это получится. Давайте вот как раз возможности мы и посмотрим. Самое главное, вы знаете, тут, наверное, вообще в принципе нам говорят отчасти, что ваша жизнь меняется. И восьмерка мечей возможностей. Не мешайте себе. У вас как раз все складывается наиболее удачно. И кто-то, правда, из вас может поставить что-либо на паузу, потому что внутренние сомнения, страхи. А карта нам говорит о том, что реальность какая-то другая. Вот у вас, наверное, взаимодействует со всем тем, что приходит на ваш порог, как дает вам что-то новые возможности, не оглядываясь назад, не устраивая себе глубокую философию на мелком месте. Или, как я говорю, не ищите черную кошку в темной комнате, ее там нет. Вы не найдете, но застрять как будто можно в каких-то сомнениях. Может быть, вам нужно как будто определиться с чем-то, мои дорогие. И пока вы не определитесь, вы будете блуждать вот в этих потемках сомнений. И поэтому карта и говорит, повторяюсь, не мешайте себе. Вы знаете, вам для себя самого, самой, для своей души важно понимать, куда я двигаюсь. Может быть, не случайно семерка, кстати, кубков, которая выпала у нас в самом начале до расклада, и говорит, ты определись, и после этого тебе туз кубков уже гарантирован. Определяться вам самим с чем-то придется. Давайте посмотрим. Второе желание. Король Пентаклей. У кого-то это может быть взаимодействие с человеком, который рожден под знаком зодиака, стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеет там асцендент. У нас король Пентаклей. Но это не обязательно может быть мужчина, это может быть и женщина, которая тоже достаточно в таких энергиях конкретных, прагматичная. Она знает, что она делает, она создала себя сама, она держит все свои дела под контролем. Чаще всего это вопросы у вас просто могут быть согласования, допустим, по вашему жилищу, или вы можете улучшать жилище, делать его более комфортным, может быть, что-то видоизменять в нем. Или если вы планируете, кстати, переезд, у кого-то это может проиграться, вы тоже будете что-то согласовывать или определять. Это карта стабильности, в принципе, как финансовой стабильности, если вы хотите, она у вас есть. И вообще прочного вашего положения. Вот вы, если хотите это, то тут как будто самое время что-то в своей жизни менять, потому что позиция сама изначально, ведь мы смотрим как желание, пусть это не конкретный человек, а ваша энергетика, когда есть желание что-то упорядочить, правда, или видоизменить. И у вас к этому уже изначально есть какие-то возможности. Вот давайте посмотрим еще и продолжение. Знаете, эти возможности могут даже прийти с той правдой, которая отчасти со знаком минус. Но это не новая история, это какая-то ситуация, которая была прежде.
Та, которая, может быть, нам прежде была неприятна, нас ранила, но теперь это уже отгорело, отболело. Наступает период здорового равнодушия, когда мы эмоционально на что-то не влияем. Так вот, даже если, ну, есть, может быть, у кого-то разочарование через отношения, или вы что-то не смогли прежде, опять же, совершить так, как вы хотели, но, значит, вам будет помогать тот факт, что вы более отстраненно, без душевного какого-то надрыва будете смотреть на конкретную ситуацию. Может быть и правда связанная с конкретным человеком. Знаете, вот выйти, наверное, из подвешенного состояния будет нужно и вам отчасти, мои дорогие близнецы. Что такое подвешенное состояние? Это когда и мы с чем-то не можем определиться. Это и мы как будто и вашим, и нашим. Но ведь это тупик. Это как будто мы дошли до какой-то стены. И нам теперь либо направо, либо налево. Прямо мы уже не пойдем. Что-то не будет продолжаться. И вам нужно перестроиться. Перестроиться где-то в своей собственной душе, сменить какие-то приоритеты, сменить, может быть, шаблоны. Тот полет души, когда мы больше вдохновлены тем, что хотим создать, нежели оглядываемся назад и все никак не можем что-то начать. А хотя у кого-то проиграется и так, что я не хочу собой рисковать. Вот когда-то я рискнул или рискнула, и в итоге получилось как-то все совсем по-другому. Но, видимо, может быть, и есть ваше желание что-то изменить, но есть еще и какие-то сомнения. Вот тут в январе у вас определенно что-то получается, но как будто и сомнений у вас много, может быть, по части того, что вы прикладывали к чему-то уже усилия. А история обернулась как-то совершенно иначе. Но, тем не менее, вы видите уже какую-то конкретику в январе. Давайте третье событие мы посмотрим. Но здесь двойка пентаклей, правильное взаимодействие. Знаете, по этой карте очень хорошо проигрывается, когда мы пробуем экспромтом себя в новом деле. Может быть, вы хотите как раз поехать куда-то, вопросы с переезда или путешествия, вопросы смены работы, какой-то реорганизации своего бизнеса, или хотите монетизировать свое хобби или ремесло свое, которое вам приятно, полезно, может быть, и прежде вы не уделяли серьезного внимания, вы теперь сделаете основным видом заработка. Вот здесь нам говорят, ничто так не постоянно, как перемены. Может быть, это вы, мои дорогие близнецы, вам хочется вот этих перемен, чтобы что-то, опять же, изменилось. И тогда надо пробовать, вот именно, понимаете, не сомневаться, попытаться, может быть. Или получится, а если не получится, ну, значит, что-то оставите. Есть какой-то пункт в вашей жизни или какая-то сфера жизни, которую, пока вы через опыт не пройдете, вы не будете знать наверняка, стоила игра свеч или нет. Именно с чем-то провзаимодействовать нужно. И у вас будет к этому желание, самое главное. Так что у вас получится осуществить? Вам как будто пространство будет подыгрывать. Высшие силы. Карта колеса фортуны. На вас действительно будут влиять обстоятельства извне. И многие ситуации, которые были зависшие, не случайно все-таки туз кубков выпал. Да, и вам надо с чем-то определиться, но одновременно пространство, время, вселенная, высшие силы, ваша судьба, назовите как угодно, что-то меняется, открывая перед вами новые возможности. И очень важно, не случайно двойка пентаклей, карта взаимодействия, карта дипломатии. Карта, когда, может быть, и придется на двух стульях и вашим, и нашим сидеть, но мы не теряем времени. Когда выпадает колесо фортуны, куй железо пока горячо, то есть нужно как будто откликаться, воспользоваться моментом, мои дорогие близнецы, чего-то не упустить, чтобы что-то изменить в вашей жизни. Опять же, старший аркан. У кого-то это может проиграться в личной жизни, у кого-то по работе, по бизнесу, по способам заработка, или какая-то возможность, правда, переезда или поездки, или смены работы, может быть, по части командировок, передвижения, перемещения. Но, видимо, основной момент – выйти из какого-то тупика. Он у вас определенно получится. Поэтому, ну, где-то позиция, вот как по тройке мечей, она вас делает сильнее, потому что вот то, наверное, здоровое равнодушие, о котором я говорила, дает вам возможность видеть, ну, как бы без розовых очков. Это всегда сильная позиция. Когда мы, знаете, умеем уже держать руку на пульсе,
и где-то нас невозможно застать врасплох. Но и где-то проработать свои собственные сомнения, страхи, чтобы с чем-то определиться или принять, как словно новая какая-то энергия входит в вашу жизнь. И самое время перемен у вас как будто дважды. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.